Картина – это не картина, а целая инсталляция, целый мир, который представляет нам художник. И, конечно, тем более, если это еще и Кабаков, так естественно, что мы ее возим по выставкам. Вот сейчас, наконец, она снова в музее после большой выставки в Манеже, после фонда, после некоторого перерыва. И вот вы видите ту самую инсталляцию, которую мы сделали 2 года назад для нашей экспозиции Музея Людвига. Ну, я должна сказать, что эта экспозиция уже 5-я, и нам пришлось несколько раз выставлять эту работу, хотя ведь всякая инсталляция, она делается конкретно по теме, по месту, и тут у художника возникает идея. Но по-другому все происходит в музее, потому что инсталляция все-таки должна быть встроена в некую линию, логику. И вот здесь искусство второй половины XX века, здесь все исключительные шедевры, и, конечно, художники-концептуалисты. И, естественно, здесь и Кабаков. Сейчас она в таком виде, когда вы видите зеленый фон, ну, может быть, это в какой-то степени немножко вторжение, но, тем не менее, она дает все-таки некую такую живость. Так что мы понимаем, о чем идет речь, хотя бы, что это вот пространство сада, где вымышленные персонажи, и мы начинаем вот проникаться этой историей, читая то, что здесь. Сейчас мы выставили тексты, в общем, все, и поэтому вот тот, кто проведет в этом зале достаточно долгое время вот за чтением, то он будет, ну, как-то так приятно удивлен, и тем более, что время уже это ушло, и сейчас новое поколение людей, конечно, должны все более вчитываться в эти тексты, и чтобы понять, не проходить вот так мимо, чтобы вот понять, потому что визуальный ряд, он достаточно, в общем, сложен, и чтобы погрузить вот этого зрителя. Правда, в музее Людвига мы имеем такую возможность, и потому что мы устраиваем специальные такие вот осмотры для молодых людей, устраиваем всякие, как сейчас говорят, акции, чтобы вот они тихо, спокойно пришли в зал и смотрели. Ну вот сама картина, мы сейчас с вами подойдем. Вот эти самые письмена, эти тексты, они очень любопытны, потому что когда мы вначале смотрим, не читая еще, мы видим вот эти пятна сада, и я часто слышу, как обмениваются, так сказать, да, что это за пятна, что читаем, что мы, интересный очень текст. Сколько ему не говори, это совершенно бесполезно, он ведь ничего не может понять. И матери его тоже бесполезно говорить. То есть это удивительные обрывки. И дальше. Просто зеленые куски. Слева посветлее, справа потемнее. Недоумевают. Ну что ж тут, вот в чем тут это все? Просто зеленые куски. Ну, в садах вы представляете себе вот эти планы. Они сейчас у нас сохранились. План сада, его, так сказать, вот зеленые, коричневые, белые куски, дорожки. И все это вот здесь так вот только более, ну, я бы сказала, схематично. Дальше. И дальше вдруг такая давка в троллейбусе, я едва жива осталась, сама не знаю, как сюда попала на это все. Мне почему-то вспоминаются старинные витражные стекла. То есть, видите, как все сюда включает художник, абсолютно все, для того, чтобы этот хаос, эту вот мозаику собрать в некие единые уже наше у зрителя отношение к происходящему и понять себя. Вплетается еще некий разговор. Но вы представляете, в музее, когда там стоят люди, и вдруг они что-то вспоминают, и смотрят на картину, и вдруг здесь такие тексты. Что-то тут такое есть. Ну что же? Что же, слишком неуловимое и как-то тревожит в то же время. И вдруг
я понял, что острова, 16 островов с птичьего полета. То есть это уже вообще такое движение. Мне кажется, что эти зеленые клочки улетают. Мне Зоя рассказывала об этом, что-то в этом роде, и начинают снова включаться. То есть это процесс удивительно такой вот живой. И мы думаем, что когда еще там, я не знаю, пройдут десятки лет, и здесь будет зеркало уже другого поколения, как они будут это все смотреть. И эти смыслы, они, в принципе, не должны устаревать. И работать с этим материалом, конечно, очень интересно. Переделывать и думать, и смотреть за, вот, как это воспринимает публика. А некоторые художники, даже наблюдая это, создают свои уже следующие вещи, включая вот эту историю. То есть два пространства жизни объединяют в одну, так сказать, картину как бы стоящих людей и виденное. Ну, с этим и Кабаков, естественно, работал, но Кабаков был впереди и далеко. А вот сейчас это вот оно, это время, вот оно и есть. И все это актуально, то есть идеального времени не наступит. То есть смыслы, они увеличиваются, но какие-то уходят, но вдруг неожиданно, как вообще-то с классическими произведениями, мы открываем, а сегодня еще и это мы видим здесь. То есть это вот удивительно, конечно, интересно.